блокировки опухолевых клеток за счет передачи сигналов рецептора эстрогена альфа в опухолевую клетку. То есть считается, что рецептор альфа эстрогена способен стимулировать деление клеток опухолевых и в дальнейшем приводить к появлению опухоли или карциномы грудной железы, карциномы яичника, карциномы матки и так далее. Эта работа, она опубликована в журнале Pharmaceutica Basel, и в этой работе участвовали Федерик Чентофанти и так далее. Следующая работа, это работа Фан Юня, Сан Фана. Я ее выписал, называется The Journal of Nutrition, том 130, выпуск 12 декабря 2000 года. И здесь пишется о том, что данное вещество индол или индол-3, как он там, индол-3-карбинол, является мощнейшим веществом для профилактики, так и лечения рака, усиленного эстрогеном. Фактически была доказана эффективность предотвращения эстроген-зависимой дисплазии шейки матки у людей, эстроген-зависимого рака шейки матки с трансагентами папилломавируса. Дальше пишется о увеличении дозировки до 400 мг в день, до 400 мг в день, а здесь у нас 200 мг, то есть по одной таблетке 2 раза в день. И сравнивается, 400 мг в день является фактически 2 таблетки данного вещества, даже не так. Можно сейчас сказать, Андрей Андреевич, вы сами сказали, что данное вещество находится в крестоцветных. То есть крестоцветная — это цветная капуста, это обычная белокочанная капуста, это кальраби, цветная капуста и так далее. Но вы должны знать, что в среднем качан капусты, белокочанной капусты, весит приблизительно 1,5-2 килограмма. Так вот, 200 миллиграмм это фактически 1 килограмм капусты. То есть для того, чтобы вылечиться или полечить себя при помощи употребления капусты, как многие подумали, что есть такие люди, которые думают: ой, я лучше капусту буду есть, потому что это дешевле. Но вы должны знать, наш организм не способен на протяжении дня переваривать 2 килограмма сырой капусты. Также стоит, наверное, сказать о том, что особенность цветной капусты и особенность приема капусты заключается еще и в том, что помимо усвоения индола, который усваивается только на 15-20%, а ему еще необходимо стать индолом-3-карбинолом, который поможет вылечить данное заболевание, допустим, онкология матки. Необходимо знать, что крестоцветные способны еще влиять на щитовидную железу, уменьшая усвоение йода. А вот индол-3-карбинол или просто индол не создает такую дисфункцию. Именно поэтому в случае, если вы любители по доктору Бергу применять большое количество цветной капусты, кальраби и так далее, то обращайте внимание на состояние вашей щитовидной железы, так как это может привести в дальнейшем к появлению узлов в щитовидной железе или даже гипофункции щитовидной железы. А вот прием 2 таблеток данного препарата на протяжении дня соответствует полноценному съеданию 1 головки белокочанной капусты. И здесь сказано, что превращение индола в активные продукты практически невозможно в кислой среде желудка и так далее. Ну и здесь вот сказано о том, что лучше использовать данный препарат перорально, чем перентерально. Вместе положительные эффекты указывают на то, что это фитохимическое вещество обладает невероятно огромным потенциалом в лечении и профилактике рака, особенно рака, усиленного эстрогеном.